Здравствуйте! Канал Masters of Body снова вас приветствует. И тема сегодняшней тренировки будут, конечно же, руки. В окончании нашего периода массонабора мы прокачали плечи, спину, грудь, дельты. И, конечно же, не обойдем вниманием ваши бицепсы и трицепсы. В чем суть сегодняшней тренировки? Несмотря на то, что это все как бы односуставные упражнения, мы начнем с многосуставных, такого как жим узким хватом и тяга вертикального блока. Нальем хорошенечко торс. Далее суперсетами будем работать. Что это нам даст? Прокачивая бицепс, будем прокачивать трицепс. В этот момент бицепс будет отдыхать, трицепс активно включаться. Это никак не повлияет на уменьшение рабочих весов. То есть веса будут предельно возможные, что мы вам и рекомендуем, что будет указано в описании к этому ролику и в программе, которая прилагается. Вот. Поэтому тренировка будет сжатой в районе часа, интенсивной, с хорошими рабочими весами и, значит, максимально эффективной. Поехали! Поехали! Итак, друзья, первый суперсет сегодняшней программы. Тяга вертикального блока обратным хватом. И второе упражнение в сете будет жим узким хватом горизонтальный. Как мы уже говорили, в этом упражнении мы не только разогреваем бицепс, прокачиваем хорошо, а и наливаем весь торс. Во время жима у нас помимо трицепса включаются грудные, дельты, а во время тяги проработали весь верхний массив спины. Это сделает хороший фундамент, нальет ваш торс кровью, разогреет максимально и даст хороший базис для выполнения последующих тяжелых упражнений с тяжелыми рабочими весами. В итоге таких сетов мы выполняем 3. В каждом упражнении делаем по 15 повторений. Это позволит суставы нагружать очень мягко, а мышцы получат колоссальный налив, хороший разогрев. Второй суперсет сегодняшней программы. Французский жим со штангой лежа. Для этого мы используем ровный гриф, потому что в последующем сете будут EZ гриф. Но сейчас берем ровный. И вторым упражнением будет бицепс со штангой стоя, также ровным грифом. Выполним 3 подхода по 12 повторений. Французский жим можно делать 12-15 раз. А бицепс можно делать от 8 до 12 повторений. С каждым последующим подходом можно увеличивать рабочий вес, но не в ущерб технике. Пиковое сокращение вверху, полностью подконтрольное движение вниз. Читинг допустим в последнем подходе.
Обратите внимание на технику, друзья. Локти постоянно смотрят слегка назад. Штанга работает за головой. Вперед над собой не выводим. Вверху трицепс продолжает испытывать максимальное напряжение. А внизу, по возможности, без замаха, даем максимальную растяжку. Если у вас есть проблемы с локтевыми суставами, обязательно бинтуйте или используйте налокотники. Можно кистевики. При подъеме штанги на бицепс в верхней точке пытаемся максимально сократить мышцу и удержать ее. В нижней точке даем максимальную растяжку, но при этом штанга не висит, не болтается. Растянули и сразу же вверх. Пиковое сокращение в верхней точке и максимальная растяжка в нижней. Полный контроль и контроль дыхания. Третий сет сегодняшней программы. Французский жим EZ грифом делаем сидя из-за головы. После выполненного французского жима лежа ровным грифом мы поменяли хват, кисть, добавили амплитуду. Вес, конечно же, должен быть податливым. Бережем ваши локти. Выполняем не менее 12, а то и 15 повторений в 3 подходах. И потом таким же грифом выполним подъем на бицепс. И после подъема штанги на бицепс ровным грифом, там хват у нас был на ширине плеч, даже пошире, а здесь мы изменили положение кисти, взялись узким хватом, тем самым делаем пик на наружную часть бицепса, как, впрочем, и само упражнение на скамейке Скотта проработает ваши пики, является мощнейшей связкой, даст хороший результат. Так, теперь по технике. Остается тот же принцип, как и во французском жиме лежа. Локти стараемся направлять назад. Штанга тоже идет не вверх, а туда назад, от корпуса. Глубина амплитуды приблизительно до ушей. Растягиваем. Ниже не надо. Не ломайте суставы. Как говорил я, вес податливый. От 12 до 15 повторений. Если в третьем подходе не тянете, уменьшайте вес. Напарник, налокотники, кистевики. Так, теперь бицепс. Выполняя на скамье Скотта, это однозначно тяжело. Что касается амплитуды, много споров ходит, сильно разгибает руки или не сильно. Конечно же, каждый спортсмен ориентируется по своим ощущениям. Ломать себе сухожилия не стоит, но помним, это изолированное упражнение. Оно предполагает относительно небольшой вес и все-таки максимально возможную для вас безопасную амплитуду. В верхней точке пиковое сокращение. Кисть не накручиваем, как у Андрея, ровная кисть. И спокойно, без рывков. Помощь напарника приветствуется.
Четвертый суперсет сегодняшней программы. Это бицепс с гантелями сидя, поочередно с супинацией. И разгибание на блоке одной рукой, также поочередно. То есть в первых трех упражнениях мы работали и правой, и левой рукой одновременно в системе, в тандеме. И последний сет, естественно, каждая рука получает независимую нагрузку, независимую проработку. Добавляются все сателлиты, супинаторы, пронаторы на следующем упражнении. То есть доводим начатое до конца. Каждая рука получает свою отдельную качественную работу. Таких суперсетов у нас также 3. Разгибатель делаем от 10 до 15 повторений, а бицепс с гантелями от 8 до 12. Обратите внимание, в нижнем положении кисть возле бедра, полное включение, но за бедро, за себя не заводим. Это сложнее, чем двумя руками, но дает нам большую проработку и детализацию в конце, после тяжелых упражнений. Обратите внимание, друзья, мы с Андреем вроде бы оба делаем сидя, но углы наклона скамеек у нас разные. Почему? Ему удобнее под тем углом, где он может больше сконцентрироваться на работе бицепса. Мне удобнее под таким углом. У него градусов 50-60, у меня 40. Мне так для поясницы удобнее, безопасней. Спина полностью прижата. Ноги, да, я ставлю в упор. Так гораздо четче и приятнее, и удобнее. Концентрация выше. А Андрей сидит более вертикально. И еще раз обращаем внимание на технику выполнения разгибания одной рукой. Видите, когда мы делаем одной рукой, она гуляет вправо-влево, в отличие от двух. Поэтому внизу делаем паузу, но не заводим руку назад. То есть вот у нас остается вектор направления силы. Растянули, локоть прижат, сократили. Растянули, сократили. Еще одна ошибка, локоть в сторону не отставляем. То есть трицепс получается работать по полной длине. Если вы отставите его в сторону, у вас подключится грудная. Это уже не совсем та работа. И в конце тренировки это неприемлемо. Лучше сделайте меньший вес рабочий и проработайте четко. Подведем небольшие итоги сегодняшней тренировки. Мы сделали 4 мощных суперсета. Первый суперсет разогрел торс, грудь, плечи, спину, бицепс, трицепс, соответственно. Вторые упражнения были пиковые, базовые, французский жим, подъем штанги на бицепс. Базу никто не отменял. Выполнили максимально возможными рабочими весами. Третье упражнение. Добавили немножко изоляции, так как французский жим сидя и подъем штанги на бицепс на скамье скотта. Упражнения изолированные, но выполняли штангами, также большими весами. И третье упражнение, как мы любим, разделили работу правой и левой руки поочередно, добавили немножко деталей. Таким образом получили полный комплекс упражнений, провели полный комплекс работы, который даст вам прирост мышечной массы, силы и сделает ваши руки красивыми. Уверены, вам эта программа зайдет, любому человеку, начинающему, среднего уровня. Ну, если кто-то из продвинутых тоже воспользуется, будем только рады. Поэтому ваши впечатления о тренировках мы ждем в комментариях и благодарим вас за внимание. Спасибо клубу Orange за предоставленную возможность. Андрей, Константин, Дмитрий, мастер софтбади. До новых встреч!